Доброго времени суток всем. На этот раз я думаю коснуться очень важной темы ученика и учителя, взаимоотношений. Она очень актуальна и вообще можно было вообще только ее и оставить и только о ней и говорить. Потому что очень много упирается именно в массу каких-то деталей, массу каких-то ситуаций, связанных вот именно с данным явлением. И многие вообще эту тему, я считаю, что недооценивают. И поэтому у них и проблемы и в практике, и вообще в понимании всего того, что принято называть традиционной йогой. Ну и я бы, конечно, хотел бы говорить именно в большей степени о йоге. Во-первых, потому что для меня это самое главное, это главная моя практика, с которой я могу сказать, что начинал свой духовный путь. Ну, хотя сложно сказать формально, с чего он начинался, но тем не менее, то, как я йогу изначально чувствовал, и то, как в этом состоянии пытаюсь пребывать на данный момент, для большинства людей нужны ориентиры, нужны правильные ориентиры. Правильные ориентиры может дать только тот человек, который сам в них реализовался, у кого достаточно глубокий опыт. Мы, конечно, можем много порассуждать на тему, какого возраста должен быть этот человек, однако возраст тоже вещь очень неоднозначная, скажем так. Мы знаем, что есть люди, которые доживают до солидного возраста, но они там впадают в маразм, например, и люди все очень неодинаковые. Например, вот Шанкарачарья, он оставил этот мир достаточно рано. Он не стал жить до глубокой старости. Но тем не менее, это был серьезный подвижник. Есть образы Горакшанатха. Обычно его изображают юным, но при этом мудрым. Это особый вид мудрости, это не просто какие-то интеллектуальные знания или какой-то опыт, потому что опыт бывает с тяжелым кармическим багажом, который человек не смог переварить. И человек начинает костенеть. Почему Горакшинатх, у него такой образ? Это образ некой живости, которая и ассоциируется с духовностью. Это образ и ученика, и гуру, и своей отдельной группе практикующих учеников. Я много об этом рассказывал. Я не хочу повторяться, но тем не менее, кое-что сказать должен. Относительно ситуации гуру-ученик. Очень много людей не понимают, вот когда они что-то просят, какие-то практики, какую-то информацию, что-то там для них сделать, например, пуджу какую-то или там какой-то шактипад передать. Они где-то чего-то слышали, но абсолютно не понимают, что это такое. Они крайне все упрощают. Некоторые люди вот задают какие-то вопросы, думая, что они уже знают на них ответы. Такое часто очень бывает, потому что они где-то чего-то нахватались, или в интернете, или еще где-то. И тем не менее, это
представление очень может быть примитивным. Вот кто-то может сказать, что а, научите меня делать Шривидья пуджу, Шриянтра пуджу. Потому что Шривидья ассоциируется со Шриянтрой. Просто были такие люди, которые задавали такие вопросы. При этом нет вообще никакого представления, непонимания. И это звучит так вот, как вот, может, там подскажете, как делать данную пуджу. При всем том, что по факту эта пуджа, она может длиться там 15 часов, например. Ну, можно сокращать, можно наоборот растягивать, можно вообще ее на сутки разбить. Туда может включаться хома, огненный ритуал и много других каких-то элементов. И каждый из таких элементов, он требует глубокого понимания, что это такое и как правильно с этим всем взаимодействовать. И человек хочет, чтобы этому научили вот там за какой-то смешной отрезок времени, и человек не понимает, насколько вообще нелепо все то, что он просит. Насколько нелепо это просить вот за вот такая просьба, да? Потому что этому надо посвятить в лучшем случае свою жизнь. В лучшем случае. Потому что это огромный объем информации, который усваивается, и причем совершенным образом на протяжении многих лет. Конечно, книжки пишут все очень красиво, то есть книги пишут для продажи. Что да, вот там прям целое вот такое меню, выбор вам предоставлен, что вот пуджа, она дарует то-то, то-то, так все очень красиво описано, очень кратенько. Почитаешь какие-нибудь книги, там, ну, например, Артура Авалона, да, там, Джона Вудрофа, еще он известен. И так вот по полочкам, по чуть-чуть все излагается. И вот можно вот каждый вот это чуть-чуть брать, и там будет просто огромнейший такой конгломерат, какие-то вещи, которые человек даже не подозревает, что они там должны быть. И поэтому, когда некоторые люди приходят и спрашивают про ученичество, а я на них смотрю и вижу, что они ожидают нечто такое, вот как они привыкли ходить на какие-то курсы по йоге. Иногда даже думают, ой, такие курсы были сложные, мы там писали какие-то рефераты, мы там в асанах скручивались, что это будет нечто такое вот подобное. Курсы, конечно, опять же, это все зависит от того, что за категория людей пришла и что за преподаватель, насколько он честен с учениками такого плана. Да? Можно, конечно, что-то и дать в таком формате, но это все равно нужно давать не теми путями, как это вот общепринято сейчас повсеместно. Или вот человек приходит с каким-то фрагментарным умонастроением просто отхватить что-то. Это вот форма вритти, колебаний его ума. И они у него скачут, как бешеная обезьяна, и каждая такая вот вритти, такая вот мысль, она противоречит друг другу, да, там они все друг другу противоречат. И в голове такая каша, и нет состояния покоя, нет состояния трезвой восприимчивости, то, что требуется от ученика. И вот такие вот колебания, они, в общем-то, большинства людей, при этом, ведь им же никто не скажет, что вы знаете, вы не готовы, вы не ученики. Они не привыкли, что им говорят что-то такое вот подобное, что им же внушили, что они вот самовыражение, свободные люди, что они под этим подразумевают, под самовыражением, что на самом деле с ними происходит.
они понятия не имеют. Они путают состояние пробужденности с просто какими-то всплесками чувств, мыслей, эмоций, еще чего-то такого достаточно грубого. То, что дает такой окрас восприятия, в связи с которым просто вообще назвать это восприятием очень сложно. Вот в том смысле, как это должно существовать в традиционном обучении. И большинство людей, они вот так вот приходят, вот эти колебания у них, это также их желание. То есть они чего-то там желают. И они не понимают, что обучение это когда ты каждый раз перешагиваешь через вот такие свои тенденции, через себя. Я постараюсь максимально искренне рассказать, вот как я это вижу. Но, возможно, у кого-то просто не было такого опыта, и вам будет сложно, и я, в принципе, могу предположить, что кому-то может просто не понравиться такая подача. Ну, это, в общем-то, относится и к той теме, о которой я говорю, и вот бывает такое, что просто не по пути, да? Вот мне, когда не по пути, я просто это оставляю все и переключаюсь на то, что... Ну, сейчас у меня просто нет такой проблемы, да, там на что-то переключаться. У меня, я включен. Я включен в то, что считаю правильным, то, что считаю совершенным, то, что не вызывает у меня каких-то напряжений и в виде сомнений, каких-то очень глубоких таких сомнений, которые могут вызвать во мне колебания с не совсем хорошими последствиями, такими непредсказуемыми и крайне тяжелыми. Поэтому, конечно, мир опасен, да, и надо стараться избегать бесполезных каких-то шагов. И для этого необходимо выбирать соответствующих попутчиков, соответствующую компанию. Все остальное, оно, да, мы соприкасаемся с совершенно разными людьми, совершенно разными там процессами, но тем не менее какие-то из них мало актуальны. Каждый человек, он пытается искать. Некоторые люди, они, ну, многие люди, которые ко мне приходят или приходили, они, я на них смотрю и заранее вижу, что они не будут учиться у меня. Потому что, ну да, вот они чему-то у меня научатся. Некоторых просто вообще отсутствует совесть, и они просто чего-то от меня берут, чему-то учатся и даже об этом не упоминают. Ну, меня это нисколько не расстраивает, не как-то не удручает, так вот, потому что, с одной стороны, единственное, что вот, что да, что с моей стороны это же энергия, это трата времени, и я постоянно соприкасаюсь с непониманием людей, да, и поэтому, когда мое поведение вызвано, ну скажем так, вызвано определенным несовершенным качеством человеческих существ, да, но мое поведение построено так, что я стараюсь соскочить с чего-то бесполезного. Бесполезного, ну, как кто-то может подумать, что это вот мой эгоизм, что это бесполезное для меня. Но на самом деле это бесполезно и для данного человека, просто он еще этого не понял, еще пока этого не осознал. Ждать, пока человек что-то там осознает, у меня нет времени. Во-первых, он забирает время других людей, у которых совершенно другое отношение, которые способны учиться.
Отбор учеников происходит достаточно, он не то что жесткий, понимаете, это можно оценивать, ну вот как, допустим, гибкость человека. Если человек занимался гимнастикой, у него тело гибкое, он может принимать какие-то положения тела, которые для того, кто не занимался, покажутся чем-то сложным. А ну, для данного персонажа это вообще не представляет никакой сложности. Все очень относительно. И тем не менее, есть же определенные требования. Некоторые люди спрашивают по поводу требований тоже, вот требований к ученикам. Некоторые спрашивают, а какие требования вообще есть? Ну вот, когда человек задает такой вопрос, какие вообще требования есть, я всегда начинаю задумываться, а почему он задал такой вопрос. Потому что бывает так, что человек что-то недопонимает, и если что-то не совсем вот как бы ясно, он хочет уточнить для того, чтобы улучшить что-то в себе, то это одна ситуация. Но чаще всего, когда такой задается вопрос, я это воспринимаю как то, что человек думает, вот какие условия для него приемлемы, какие-то неприемлемы, и значит он уже со мной занимается такой, как бы это сказать, точнее, он вот приходит как господин, видите, то есть вот надо мной господин такой, да, вот который типа вроде как он и говорит, какие требования, но на самом деле он, а я вот еще и подумаю, принимать тебя или не принимать. Ну, это может вот так вот не говориться, да, но я просто смотрю на внутреннее состояние. Мне не надо там иногда даже и слушать, что он там будет говорить. Я это просто вижу. И поэтому некоторые мои поступки, ответы, они могут казаться крайне странными для таких людей. А почему он не отвечает? Ну а что тут отвечать? Тут не на что отвечать. В принципе, самим этим вопросом ты сам себе ответил. И иди дальше. Успехов тебе в твоих поисках. И я думаю, что это не твоя ситуация и не моя ситуация. То есть это не наша ситуация. Поэтому не будем воровать время и энергию друг друга. Вот, вот так. Ну, если это причем, знаете, удивительно, что я могу иногда отвечать вот на какие-то вопросы достаточно по-доброму, но люди очень разные. Люди вот, они не всегда это понимают. Даже такое. Даже такое. Потому что вот есть люди, с которыми вообще никаких проблем никогда не бывает. Они просто вот принимают все как есть и пытаются это рассматривать как работу над собой, над своими мыслями, над своими чувствами, анализировать свое восприятие очень хладнокровно, но так живенько одновременно, да, вот это сочетание таких вещей достаточно разных, которые необходимо для ученичества. Это очень все непросто, и тут много вот, может возникать каких-то ситуаций, которые очень часто не разбираются просто. И это создает огромнейшие проблемы, огромнейшие. Я могу вот приводить массу примеров, которые мешают людям вообще просто ну, хоть чуть-чуть разобраться в происходящем. Вот иногда бывает, например, такая ситуация, когда какой-то человек приходит и где-то он прочитал какие-то книжные выкладки. А люди, они любят все упрощать,
меньше дать, больше взять. Это в одном из своих видео, вот в предыдущем, я рассказывал про эту тенденцию. Это такая вот эм, вроде казалось бы хитрость, но она такая хитрость очень примитивная, потому что она на поверхности, ее тут не надо прилагать усилий, чтобы ее увидеть. Человек хочет торговаться, он хочет приложить минимальные усилия и от этого отхапать очень много, но не осознавая при этом, что сама вот такая склонность является формой его слабости. Его слабости, и осознавать свои слабости люди не любят. Они просто видели очень много каких-то примеров, когда какие-то хитрые люди, подлые люди в этой жизни достигали каких-то успехов. Тем не менее, успешные люди, вот когда они на них смотрят, они же не понимают то, что эти люди, будучи именно хитрыми, они никогда не расскажут о том, какая у них на самом деле ситуация. Ситуация может быть у таких людей очень плохая. Поэтому, когда там начинают перечислять, вот такой-то миллионер или миллиардер, правила, как он поступает в своей жизни, это все полная чушь. Никто вам никогда не расскажет своих правил, как он поступает и как он вообще пришел. Вот если вы послушаете, допустим, каких-то успешных людей, я вот иногда просто мне там присылают какие-то видео, каких-то интервью каких-то бывших бандитов, которые сейчас из себя изображают там меценатов, там еще что-то такое. Они вот надели на себя пиджачки, такие галстуки, стали депутатами, и вот на них смотришь, и они нет, мы были хорошими людьми, просто там вот так вот послушаешь, такая вот просто милота, да. Вот, ну, совершенно, смотришь на лица, и лица они все выдают, что там ну, видно какой-то товарищ, который бывалый такой очень, и изображает такого белого и пушистого. И вот он рассказывает в белых тонах про свою жизнь, какая она была замечательная, вот, даже если там она и тяжелая, да, но очень редко, когда даже те, кто говорят правду, казалось бы, они все равно что-то там да не договаривают, и поэтому, ну как вот можно на такое ориентироваться, 10 правил такого-то, такого-то, такого-то. Это люди, они врут обо всем буквально. И о своей прошлой жизни, и о настоящей, и о своих планах. И только дураки вообще вот это все читают и верят. Вот. Можно, может кто-то и говорит в той или иной степени правду или пытается. э, тем не менее, э, даже я вот могу вам сказать, что я не могу, допустим, рассказать каких-то вещей, даже не потому, что я не хочу быть честным. Меня сложно вот в этом обвинить. Я стараюсь все-таки вот э, рассказывать все, что считаю наиболее актуальным, но тем не менее. Но я не могу не учитывать то, какие люди, да, и надо ли им это или нет. Вот, и поэтому кто-то смотрит, да, вот там жизнь там такого-то, такого-то. Вот он достиг успеха. Ну и что? Ну, и начинают это копировать, начинают пытаться повторить путь какого-то человека, а каждый человек, он неповторим. Это совершенно глупая идея. И взять вот каких-нибудь негодяев, которые стали успешны в этом мире, и кто-то думает, что они посредством вот манипуляций какой-то халявы стали счастливыми. Это, я знаю, что некоторые так мыслят, некоторые, вот даже не некоторые, большинство. Но эти люди, они только себя обманывают, не понимают, что бесплатный сыр только в мышеловке.
И когда приходят и думают, что вот сейчас я им дам какие-то чудесные средства для достижения каких-то сверхвысоких целей, то это просто нелепость. Это нелепость, и такое бывает очень часто. Просто прийти, и некоторые думают так, ну хорошо, ну может быть он недостаточно продвинутый духовный человек, вот с такими мыслями люди приходят, но тем не менее, или там пишут мне, но тем не менее, чем-то он может быть полезен, что-то от него можно там отхватить, и дальше, ну вот потом-то я найду там, значит, и вот так люди поступают буквально всегда. Они ездят по разным учителям, то есть иногда просто формально выбирают какого-то учителя, специально каких-то раскрученных, даже если по факту не слишком-то много с ним и общались, и учились у него. И ну, если человек хочет сам потом быть гуру, да, и себя таким позиционировать, но при этом не понимающий, что это такое, просто заниматься это как формой бизнеса, где бизнес вот именно склонность, ориентир вот на такие задачи, она превалирует. Это в конечном счете приведет к духовному падению данного человека, потому что, а, потому что гуру, можем ли мы говорить, что гуру это профессия? Вообще этот термин, он достаточно широкий, но если мы говорим о гуру вот именно как о садгуру, о духовном учителе, то что из себя представляет, вот как я это вижу, данный персонаж? Во-первых, он должен быть... Во-первых, нужно понять, что он вам ничего не должен. Вот первое. Вот он вам ничего не должен. Если вы к нему приходите, что он там что-то должен, я вот своим гуруджи говорил, что ну вот политики там вот к вам приходят, там знаю, что у вас там есть брахманы, которые занимаются служением, пуджи проводят. Значит, наверняка там что-то у вас просят, заказывают там какие-то пуджи для того, чтобы победить на выборах, там еще что-то такое. Но некоторых я даже видел, и я не хочу говорить имена в Индии. Ну, достаточно известные люди, весьма, скажем так, но интересно даже было узнать, что они там сами практикуют, в общем-то, какие пуджи, и вот, приходят за консультацией и просто за вдохновением. Ну, даже у них не всегда все так просто и все гладко. Жизнь вообще тяжелая штука. Вот, и тем не менее, вот его Гуруджи когда спросил, он говорит, что нет, говорит, я живу только для себя. Ну, так просто ответил, да, но вот может они там заказывают, что-то вы там для них делаете. Нет, я для себя живу. Вот йогин таким и должен быть, с моей точки зрения. Он должен для себя, это вот опять же слова, которые можно понимать там по-разному. Вот люди с разными ориентирами, они поймут это совершенно по-разному. Но то, как сказал это он, это было очень-очень особенное по сравнению с другими людьми. Гуруджи мне говорил, что он выбрал такую беззаботную жизнь, при этом, конечно, это не подразумевает, что она беззаботная, безответственная, какая-то бессознательная. Бывает беззаботная и бессознательная. Здесь нет, здесь совершенно иная история. И да, этот подвижник, йогин, которого называют гуру, для меня это действительно удача, если вот в жизни человека, если в жизни человека встречается такая возможность,
И это дано не каждому. Это дано не каждому, и это до этого надо созреть. До этого надо созреть. И бывает так, что тут трудно сказать, кто когда созреет. Кто-то, может быть, созревает вот со своих прошлых жизней, и поэтому достаточно рано находит таких учителей. Кто-то может за всю жизнь не созреть, или, может быть, даже в течение нескольких. Требуется определенная включенность и определенная взаимосвязь с такого рода учителями. И фактически гуру является проводником той садханы, того пути, того метода, вот, который он передает ученику. Это то, что он реализовал сам. И это, разумеется, подразумевает связь с божеством. И фактически это божество и есть. А в какой-то степени, в определенной, я бы даже сказал, что вот именно для большинства простых людей гуру более актуален, чем божество. Почему? Потому что в головах у людей представления о божествах на основе каких-то книг, там, информации, полученных от недостаточно глубоко духовно реализованных в духовной сфере людей. Поэтому что там, какая каша в голове у людей и к чему это все их приводит, это не важно, что человек сам думает о своей каше. Он может думать, что он понимает, кто такие божества, понимает, что такое мантры, пуджи, какие-то практики. Тем не менее, если бы они это понимали, то уже бы это все у них работало и приносило бы достаточно большие результаты. Но это все не приносит, поэтому... Но тем не менее, каждый человек найдет повод гордиться, впасть в самодовольство. У всех есть какой-то опыт, и каждый считает, что это опыт сверхценен. Понимаете? И поэтому ситуация такова, что большинство людей, они видят через призму вот этих своих состояний, не относясь к себе достаточно критично. Я не говорю даже, что вот эта идея критичности, мы знаем, что ее кто-то может эксплуатировать в отношении вас. Нет, тут речь идет о том, как ты сам это для себя видишь, как относишься к этому и вообще как с этим обращаешься. Поэтому перешагивать через свой ум и через свое самодовольство – это то, что ученику придется делать постоянно, вообще практику. И если вы на такое не готовы, то вряд ли вы встретите садгуру, вряд ли вы встретите какого-то святого. Даже если вы его и увидите, шанс, что вы там что-то поймете, и шанс, что сможете через него полноценно идти по духовному пути, он почти никакой. Почти никакой. Потому что просто так, вот некоторые люди думают, вот сейчас я найду там, вот они видят, что там, да, есть какой-то гуру где-то, да, вот сейчас я приеду, я там начну там с ним общаться, и он будет делать то-то, 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 он вообще что-то должен для вас делать, а не вы должны над собой работать и просто принимать его таким, какой он есть. Это неправильный подход, это неправильный подход. Но даже если такие люди вот приезжают к кому-то, даже если, что бывает редко, но все-таки, даже если такое бывает, приезжают, и они думают,
но они не оставляют свои привычки. В присутствии гуру, когда нужно сохранять предельное миротворение, это смесь каких-то состояний, наработок, которые у человека уже должны быть. Это качество самопожертвования. Что такое самопожертвование? Вот о чем бы мне хотелось бы заметить. Мы часто думаем, что у нас есть какие-то пределы, потому что ум человека очень многомерен. Человек думает, что вот он может только перешагнуть вот только через такие-то, такие-то свои качества для каких-то определенных результатов. А будучи несовершенным, он не понимает, что это за результаты. Иначе, если бы они у него были бы, он был бы совершенен. Но он же сам говорит, что у него этих результатов нету, но он хочет их достичь. Понимаете, вот ситуация такая немножко абсурдная, да, кажется. Их нету, но он думает, что он знает, что это такое. При этом то, что он знает, это и является препятствием для этих результатов. Вот такая ситуация. И эти результаты, вот эти состояния какие-то, да, йогические, даже если человек и все-таки достигает какой-то цели, он понимает, что, оказывается, это была какая-то всего лишь одна из ступенек, а остальные были настолько туманные, что я вот уперся своим взглядом только в одну ступеньку и не видел, что там на самом деле за ней еще идет много-много. И я думал, что это вот предел, и что вот... вот просто поймите, что такое бывает очень часто у всех людей. Я просто в этом уверен. Я просто уверен, что вот вы думали, что это вот так, а потом вы достигаете, а там оказывается, ого, а там еще оказывается столько всего. А вы-то уже поменялись, и ваше состояние уже другое. И вы понимаете, что вы думали, что у вас нет других каких-то возможностей, на самом деле они у вас есть. И вот, понимая это сейчас, просто было бы хорошо вот задаваться такими вопросами, а действительно ли я вот уверен, что достигну вот этого, я утрачу свою личность, я потеряю себя, со мной что-то там страшное случится и так далее. Действительно ли мои вот эти страхи, они являются чем-то реальным и чем-то больше, чем просто какая-то вот категория моих мыслей. Потому что, возможно, если это будет что-то новое, то это и другие возможности, и дальше по цепочке я могу пойти еще выше. И вот то, что я думаю сейчас, оно будет казаться уже совершенно иллюзорным. То, что я чувствовал как фиксированную какую-то незыблемую реальность. Вот. А люди, они подвергают сомнению вот то, чем они являются. И поэтому, когда гуру говорит, что вот что он вам может дать, да, вот вот вы задаете вопрос, вот к чему он меня приведет, что он может дать, как он может вам сказать, к чему он вас приведет, если то, к чему он должен вести, об этом можно говорить как угодно, и ты все равно это не объяснишь никак человеку, пока он сам этого не достигнет. Поэтому говорить о чем-то бесполезно. Есть, знаете, вот есть такой образ Шивы Дакшинамурти, который учит состоянием своего молчания, тишины, безмолвно. Вот что интересно, мой гуруджи, он учит точно так же. И все самое ценное, что я от него получаю, именно через такого рода состояние. И это нужна определенная решимость со стороны ученика, нужна смелость и понимание, что ты Вселенная, что ты бесконечен,
Поэтому тебе терять нечего, свято место пусто не бывает, есть такое русское выражение. Поэтому, когда ты за что-то вцепился, это является блоком в твоей энергосистеме. Пробужденная энергия — это когда ты что-то жертвуешь, это называется тьяга на санскрите. Это как бы оставление, но это еще и можно перевести как жертва. То есть ты жертвуешь какими-то качествами своего характера и тем, что ты считаешь своей реальной личностью. Потому что дальше ты начнешь из своего подсознания находить еще какие-то личности, еще какие-то качества. Мы проходили какую-то определенную эволюцию, какие-то прошлые жизни. И у нас даже есть какие-то представления о прошлых жизнях. Мы что-то слышали, что-то читали и думаем, что мы это знаем. Вот я вам просто немножко для расширения сознания приведу такой пример. Один раз я общался с одним индийским гуру. Ну, это человек довольно образованный, скажем так. Я не могу сказать, что это какой-то гуру, ну, такой махасидха. Есть действительно махасидхи, а это вот, ну, тоже очень интересный подвижник, тоже специалист, именно ачарья вот в своей теме. И мы заговорили о прошлых жизнях, и я поделился своими представлениями. Вот говорит, а что, вот в вашей стране же, ну там христианство, да, и вы же не верите в реинкарнации, что вот душа она идет или в рай, или в ад. Ну и я вообще люблю людей озадачивать. Не то, что я не людей люблю озадачивать, я люблю задачи ставить, скажем так, какие-то более глубокие, более серьезные, чтобы происходили какие-то трансформации. Я говорю, ну вот смотрите, вот мы сейчас общаемся, да, вот вы и я, но вот здесь еще где-то там в метре сидит еще один человек, а с той стороны еще один человек, сзади еще. И а, через какое-то время это станет прошлым, но в моей памяти останется, что вот мои глаза и уши вот только вас слышали и видели. Только это останется в моей памяти. И это будет уже моей прошлой жизнью. То есть это станет как past life. Да? Но после я буду думать, что это действительно была моя прошлая жизнь, но тем не менее, это был очень ограниченный опыт. Вот я не смог запомнить других людей, которые сидели рядом, у них тоже какие-то были чувства, какие-то состояния, они все равно физически находились. То есть это какой-то кусок, вырезанный через мой чувственный опыт из общей реальности, без учета этой реальности целиком, тотально. А если это учитывать, и что тогда вот это, что это за реальность, и есть ли там тогда вообще эти прошлые жизни, он так, ну ты как бы совсем уже, как бы полез в такие вещи, и говорит, что ну да, если так размышлять, он говорит, что тогда действительно все является майей, и все эти перерождения, и они все могут быть иллюзорные, и майя тоже очень широкое понятие, это просто какие-то ограниченные явления, формы, но тем не менее, то есть это можно по-разному истрактовать. Вот. И таким образом, вот если это вот с такой позиции посмотреть, то вы не найдете никаких противоречий с тем же христианством, что они в это не верят, не придают каких-то значений, потому что люди иногда приходят и рассказывают, что прошлый опыт у меня был такой-то, такой-то, я там что-то вспомнил. Ну, хорошо, но зачем на этом останавливаться? Если вот понаблюдать за вот этим бессознательным материалом, да, который в нас содержится вот там на тонком уровне, вот эти все глубокие подсознательные связи, которые по факту являются еще и коллективными, и
опять же, если мы еще будем учитывать разные взгляды других людей на эту реальность, хотя эти тоже этих людей можно рассматривать как и реальных, и нереальных, по-разному, но тем не менее как-то это все существует, то вы увидите такое огромное количество различных связей, и все это то, с чем вы законнекчены, да, вот связаны, то вы можете сказать, что вообще вы вся Вселенная, и где вот эти пределы вашей личности, которые вы считаете, что я вот могу только вот это я не могу. Кого-то это пугает, но если тебе страшно, значит ты не готов, значит тебе надо еще поковыряться в своей личности немножко, вот, а может и много еще копаться, будешь таким копаликом. Но если ты собираешься становиться человеком, который действительно, у которого любознательность не мелка, а который тотально включен в процесс, то вот тогда ты можешь действительно быть учеником настоящего сиддхи. И я понимаю, что общение с такого рода учителем это и есть практика сама по себе. А, Я вот своего учителя именно на таком уровне воспринимаю, поэтому я боюсь даже что-то на него спроецировать. Вот я, может это некрасиво звучит, страх, да, страх. Ну, это такой страх, я не хочу сказать там осторожность, как-то какие-то толерантные подбирать названия. Ну и не хочу говорить, что страх это что-то такое истерично безумное. Нет, это, скажем так, понимание того, что у тебя всегда есть возможность впасть, знаете, вот в христианстве есть такое понятие, впадание в прелесть, да, впасть в какую-то форму омрачений, которая будет, которая тебя остановит в общении, в связи с твоим учителем. Еще я вот, как я это вижу, если ты встречаешься со своим учителем, если тебе вообще выпал такой шанс, ну вот я просто по себе сужу, вот если мне выпал такой шанс, то у меня уже нет другого пути. У меня уже нет другого пути. Но при этом я вот хочу вам так сказать, что а, это так я вижу. Но я вижу и другие истории, когда какие-то люди приходят, приходили там к моему гуру, они с какими-то интересами, с какими-то там получить какую-нибудь мантру, какую-нибудь практику, просто какую-то подсказочку по поводу жизни. Они получают, может быть, и хорошие вещи, но все-таки я их не вижу как учеников. И Гуруджи мне тоже говорил, что это не ученики. Это не ученики. Да, они, ну, мы, не, понимаете, есть вот апаравидия, ограниченное знание, есть паравидия, высшее знание. Высшее знание, которое обретается через йогический опыт. Это знание и йогический опыт это вещи нераздельные. Просто это и есть знание, как вот должно пониматься традиционно. Апаравидия это то, что где-то работает, где-то не работает. Такое как бы, ну там как-то чего-то вы какие-то гаечки подкрутили, там машина поехала. Но потом прошло время, она опять сломалась. Надо уже другую гаечку подкручивать. Вот такие вот мелкие какие-то мотивы, они, да, они, может быть, работают, но я просто вижу, что, да, и некоторые люди, они не видят гуру, они не понимают вообще, какой шанс у них был, и они его просто смыли в унитаз, вот, как смешали с каким-то дерьмом своим чисто бытовым, какое-то свое вот
намешали туда своего сенсорического. Они не поняли вообще, что произошло. Они не поняли, что они тонут, а им просто был кинут спасательный круг, а они испугались. А вдруг там что-то... А что это такое вообще? Да, люди хотят каких-то хороших практик, каких-то крутых практик, но они не понимают, что это за виды инструментария. Они приходят за йогой и думают, что йога это вот то, что они везде видели. Ну или может быть чуть-чуть получше. Вот чуть-чуть получше, да. А вот нифига, это не чуть-чуть. Это абсолютно другое. Выглядит что-то похоже, но в целом это вообще все другое. И, и вот таких людей очень много приходит, и ко мне, конечно же, и к моему учителю. И люди не понимают, они не видят, как я уже говорил, вот дальше своей собственной кожи, у них кожная болезнь. Кожная болезнь – это когда человек абстрагируется от себя, от этой болезни. Вот он перешагивает через вот эти рамки. То, что он должен делать всегда, и не должен думать, что я только один раз перешагну, и вот я чего-то достигну. Понимаете, вот эта болезнь, она у меня уйдет. Нет, надо перешагивать и надо заранее быть готовым к тому, что перешагивать придется всегда, пока это не станет нормальным, и ты не будешь вообще переживать на эту тему, пока трансформация и пробужденное осознанное состояние не станет для тебя вообще нормой. И тогда ты сможешь просто жить жизнью сидха постоянно. Поэтому практика это такое дело, что всегда будут какие-то ощущения, какие-то результаты. И всегда у тебя будет шанс возгордиться, подумать, что ты уже пуп земли и скатиться назад. При этом вы должны понимать, что вот вы хотите каких-то очень высоких учителей, каких-то крутых йогинов, подвижников. Но эти учителя, они очень высоко находятся, очень. И если вы полезете высоко туда, в гору, к этим учителям, и будете очень неосторожны, забираясь на эту гору, то чем выше вы поднимаетесь, тем, если вы включите заднюю и полетите вниз, то это будет ситуация все более и более опасной, когда вы подбираетесь к высоте. Поэтому вы должны понимать, что это такой путь, где далее, идя по этому пути, вы не должны включать меньшую осознанность, что дальше вы должны будете включать только еще более сильную. И вот тогда будет смысл вами заниматься и чему-то вас учить. Если такой готовности нет, то ни один реальный йогин, он не будет вами заниматься вообще. Он может быть достаточно добр, он может отвечать на какие-то вопросы, ну там, так вот, в общем целом что-то вам дать, да, там, в целом это же люди, ну, как правило, доброжелательные, но не надо это эксплуатировать ненадлежащим образом. Эти учителя и эти подвижники, они не созданы для этого. Они не созданы для этого. Они созданы только для того, чтобы вы приходили, молчали, принимали их такими, какие они есть. И все, больше ни для чего. И это уже очень, это не какая-нибудь там фигня, это очень серьезно. Это не каждый это сможет. Вот таким образом развиваться. Ну, дело в том, что в Индии, в принципе, большая часть людей это понимают, поэтому там нет такого, чтобы они вот как-то докучали, да, там каким-то саду, чтобы они их там доставали всякой хренью. На Западе это сплошь и рядом. Это постоянно. И
Вот человек приходит, ну и спрашивается, ну а что ты пришел? Если ты пришел, если ты привык жить в обществе лжи, лицемерия и кто кого перехитрит как можно лучше, и выживания, и страхов, и прочего, ты пришел и продолжаешь оставаться таким, зачем ты шел тогда вообще? Зачем ты тогда шел к этому учителю? Может, не надо было. Я понимаю, ты хотел там что-то, я понимаю, ты там что-то себе надумал, что там чего-то ты ожидал, но вот это видео, которое я сейчас записываю, я просто его записываю для тех людей, которые выслушают, поймут, сделают правильные выводы, и это действительно дальше пойдет им на пользу. И они смогут найти такого учителя. Но я вам хочу сказать, что учитель это не то, что эксплуатируется. Учитель это мотиватор, это тот, кто, он ничего вам вообще не дает. Вы поймите правильно, что вы уже являетесь всей Вселенной, и вы являетесь атманом, вечной душой и параматмой. Учитель не должен ковыряться в ваших прыщиках, он не должен учить вас тому, как копаться в каких-то лужах, называя это практикой. Он должен пробуждать самое главное, что у вас есть. Вот кто такой духовный учитель. Не пробуждать какую-то хрень, которая у вас есть, потому что в каждом хрень есть. Я не могу сказать, что там она не нужна, а хрень тоже нужна, да. Но вопрос в том, в какой степени. Если это слишком гипертрофировано, ну, бывают какие-то сферы, с которыми человек не разобрался, ему надо разобраться, для того, чтобы эта сфера стала для него понятной, осознанной, и он сможет идти дальше. Вот какая-то задача у человека есть, каждого своя. Ну, замечательно, замечательно, но в целом мы должны понимать, что садгуру, сидха, какое-то действительно, какое-то воплощение отречения, это то, что это самое главное вообще, что может произойти с человеком вот, в его жизни в этом мире. В его жизни много чего происходит, но это выше всего. Поэтому только за таким и идут к духовным учителям. Идти за чем-то еще, ну это, ну вы, конечно, да, вот йога, она может давать какие-то там еще результаты, и тантра, она много с чем ассоциируется. Она ассоциируется там с всяким, с магией какой-нибудь, да, там успехами какие-то в социуме. Но это достаточно все очень скользко. И вы должны это понимать. Если у вас нет этого понимания, то, опять же, вы, получается, зря, вы не по назначению используете данную ситуацию. Ну, это как я вот все время привожу пример, вот взять там, не знаю, сотовый телефон или компьютер и там, копать, допустим, там компьютером, я имею в виду ноутбуком грядки, к примеру, да, или гвозди им забивать. Вот. Вы понимаете, я не могу сказать, что там не получится, да, там вскопать грядку, к примеру, значит, ноутбуком. Может получиться, да, он такой тоненький, может быть, да, некоторые бывают, вы можете покопать им грядочки, да. Да, вы можете там, он может быть достаточно прочным, чем-то напоминать лопату, да. Вот. Но это называется тупизна. Тупизна. Вот с практиками йоги, вообще вот с практиками тантры, люди часто очень поступают точно так же и с учителями.
Я имею в виду, если это действительно какие-то просветленные учителя. И нельзя так себя вести, если вы приходите на даршан к учителю. Нужно быть очень осторожными, нужно быть очень деликатными. Индийцы, они так себя в Индии ведут. Нужно быть готовыми услышать, получить то, что вы не ожидали. Такая готовность, она очень необходима, если вы приходите к настоящему гуру. Я имею в виду гуру, ну, который ведет к духовному освобождению, который ведет к просветлению своего ученика. Поэтому ситуация тут крайне непростая, еще и тем, что зачастую этот мир, вы в нем можете увидеть огромное количество людей, которые называют себя учителями, гуру. И очень часто люди используют какие-то термины, там сидха-гуру, мокша-гуру, джагат-гуру, какие-то определение себя как гуру, там, как просветленного существа, на практике не реализовав это. Такое очень часто бывает. Используется это опять же для того, чтобы достичь каких-то успехов в социуме. И такие люди, они считают, что вот сначала они вот такое достигнут, сделают какую-то духовную корпорацию, ну а может быть дальше, по прошествии какого-то времени, я все-таки допросветлюсь. Вот так они могут думать, да? Но на самом деле, занимаясь такой волокитой, потакая человеческим омрачением, как правило, такого рода деятели, они часто заигрываются в это во все, и кто-то не выдерживает, он это оставляет. Ну, на самом деле, тут сложно давать какие-то однозначные оценки. Сложно, потому что, допустим, кто-то является ачарьей каким-то, но он не говорит, что он там, даже не важно, говорит, не говорит, вот он не ставит задачи довести кого-то там к окончательному просветлению, или он знает каких-то учителей, которые выше него, и он им сам следует и считает себя таким подводящим звеном. Вот. Но, допустим, вот что я могу сказать? У меня есть мои взаимоотношения с моим учителем, и я не... Это определенная связь, это определенная коммуникация. Я не хочу об этом говорить слишком много, и я объясню почему. Не потому, что я опасаюсь, что кто-то там придет к моему гуру, его там у меня перехватит. Это вообще очень глупая, идиотическая идея так мыслить. Но дело не в этом, у меня нет никаких страхов. Я понимаю, что этим людям просто это не надо. И даже если они что-то и говорят, вот подскажите нам, где нам найти каких-то просветленных мастеров в Индии, я вот их не мог найти. Я вот ездил там к огромному количеству надхов, и все какие-то грязные, какие-то хитрые, коварные и так далее, и так далее. Ну, потому что к вам именно такие липнут. Потому что они видят ваш уровень и, в общем-то, любой там какой-то бородач, обдолбанный ганжей, ну, обдолбанный ганжей это еще не самое страшное, он может быть просто корыстным, коварным человеком, который как-либо пытается
видя ваш интерес, попытаться вас использовать для совершенно других целей, да? Не для духовных, не для вашего духовного роста. Конечно, такие могут попадаться в огромных количествах, и тут это тоже урок, это надо спокойно воспринимать и не истерить от того, что такое есть в этой жизни. Есть и есть, что тут поделаешь. Но с этими я просто хочу еще сказать, почему, потому что это примерно как вот я общаюсь с каким-то человеком, вот у нас идет какая-то беседа, да, вот я и еще один человек, и рядом еще кто-то находится. У нас беседа достаточно глубокая, и мы можем много чего обсудить, но кто-то начинает туда влезать, нас перебивать, и он не понимает тему и начинает подсовывать свои какие-то идиотические мысли, да, какие-то уводить в сторону куда-то. И люди часто такие случаи бывали и в моей жизни, и я думаю, что это знакомая история, когда люди ведут себя нагло, некоторые просто конкретно хотят как можно больше загадить вообще в целом какую-то чистую ситуацию. Вот, и поэтому я не хочу давать никаких адресов, ни с теми, с кем я связан. Ну, в принципе, у меня там все понятно, я особо-то ничего не скрываю, но просто мой гуру, он не учит массово. И хотя человек достаточно добрый, он может там что-то подсказать, да, там как-то вот дать какие-то ориентиры, просто благословить, пожалуйста. Но общаться на какие-то нужны все равно, нужен другой подход совершенно. Вот. И ну, даже другие йогины, которых я там видел и на юге Индии, и где-то там в Гималаях, которые мне встречались, я не хочу давать вам какие-то координаты, это все равно абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. И что, я буду это все говорить на весь интернет? Мир так устроен, что не будут в этом мире все равные в... Этот мир не будет как бы двуполярным, вот только есть материальный, есть духовный. Будет всегда и средняя категория, и вообще этих категорий будет много. И я понимаю, что разные люди меня смотрят, и каждый понимает как-то по-своему. Вот. И для того, чтобы давать какие-то советы, какие-то кто-то мне пишет там в личные сообщения, спрашивает, где, что, чего попробовать сделать, там, дайте практику, чтобы сработало поскорее. Ну, не знаю, мне самому легче там сделать за человека какую-то практику, какую-то пуджу, да, чем научить ей. Думают, что вот научить это вот как два пальца об асфальт. Ну, и думают, что такому научить можно даже нескольких человек. Ну, я вам хочу сказать, что даже одного человека чему-то научить серьезному, это гуру должен фактически все свое время посвятить данному человеку. А если человек эгоист, и он не заботится о своем гуру, но это даже не вопрос бессмысленности действий данного гуру, если он обучает такого человека. Это вопрос бессмысленности вообще такого явления в мироздании. Потому что если гуру подготовит какого-то настоящего йогина, ну или даже не одного, то для всего мира это большое благо. А если он не подготовит, он берет карму ученика, который не развивается, и он сам начинает падать через этого ученика, деградировать. И поэтому тут тоже нельзя судить, что вот некоторые подвижники, им вообще все до фонаря, и они не хотят ни общаться, ни учить ничему, не давать никакие мантры, потому что люди приходят с грязными желаниями. Эти грязные желания их все равно приведут в такую социальную помойку мирскую,
И входит ли в задачи гуру приводить людей к такому? Нет, конечно. Но тем не менее люди, когда они не получают удовлетворения, что вот он не согласился их туда вести, они начинают истерить, они начинают там говорить, что это там негодяй, он там лжец, он не повел меня по правильному пути. Ну а ты, ну вот сам факт, что у тебя с ним вот так вот все закончилось, да, ты можешь, конечно, сказать, что раньше я такого не говорил, что он там негодяй. Но вот по прошествии какого-то времени там, я так решил. А, Но, а кто знает, может этот гуру видел наперед, что ты вот в будущем будешь именно так говорить. Именно поэтому он тебя отправил подальше. Потому что, да, есть действительно масса жуликов, есть очень много разных людей, и о них всегда говорят, они всегда на слуху, но большинство вот каких-то реальных йогинов, они не видны. Они не видны. Их встретить, ну скажем так, шанс невелик для большинства. Я уже сказал почему. Я уже достаточно много вам озвучил. Это встреча, это не просто встреча. Ну вот я общаюсь с одним очень продвинутым подвижником, да, и по WhatsApp мы общаемся. Я его научил пользоваться, потому что человек живет в такой удаленной среде и не общается с социумом, потому что все вот индийские какие-то учителя, которые как-то проявлены в социуме, как правило, они, которые рекламируют там продажу каких-то пудж, да, там еще чего-то такого. Я не хочу сказать, что там нет каких-то продвинутых тантриков вот среди такой категории. Тут вот сложно кого-то вписывать в какую-то категорию. Но я просто по своему опыту говорю, что большинство, они где-то стараются держаться подальше от всех. То есть они не на виду, и это очень скромные люди, очень скромные. Даже интернет, найти через интернет очень сложно, скажем так. Можно иногда, бывают, были случаи, но интернет, он накладывает очень много непонимания, поэтому интернет, если такой гуру как-то находится в интернете, да, и это большая редкость, что это что-то о нем узнать через интернет, если там передается какое-то знание, ну, для подвижника это вот как, если мы говорим о настоящем йоге, это как вот выпить, как Шива Нилакантха, выпить яду людей для того, чтобы их спасти. Вот может быть, такие могут быть случаи, но это крайне редкая мотивация. Это у человека должна быть ярко выраженная гуру-татва, и он должен обладать огромной силой, чтобы просто каждый раз стряхивать с себя весь хлам, который налипает, пытается налипнуть от взаимодействия, там, общения с людьми. Вот. И дальше оставаться все равно в своем неизменном чистом состоянии. Вот. Если такое бывает иногда, то это крайне редко. Вот. Но тут сложно вот ограничивать, что да, что вот он сидит только там в какой-то деревушке в Гималаях, в лесу, и только там он должен быть непременно, да. Или вот он непременно должен быть известным и быть в интернете. Я уже говорил, никто ничего не должен. Это абсолютно свободное существо, и чего от него ждать, тут очень сложно что-то предсказывать. Потому что это люди, они вне каких-то рамок, если их вообще можно назвать людьми. Вот. И, конечно,
учиться у таких, я не знаю, это действительно такая удача, если она выпадает, ее просто терять нельзя. За нее надо держаться всеми возможными и невозможными. Я уже говорил, мы не знаем, какие наши возможности. Надо держаться всеми путями. Если такой йогин вам встретился где-то, то, понимаете, это вот, если что-то возвышенное встречается, и ты отворачиваешься, то ты просто оставляешь самскару, которая дальше на твоем духовном пути скажется очень... Второй шанс такой, он будет уже, это будет все сложнее и сложнее. Просто вы, конечно, вы не запятнаете самого учителя, но он подобен зеркалу, он отображает, и ваше отношение, он, понимаете, он как увеличительное стекло. Вот что вы на него проецируете, то он вам увеличит и вернет в еще более совершенном виде. Вот. Но если вы там будете проецировать какую-то дрянь, то это тоже будет увеличено и вернется в таком виде, что это может повлиять на дальнейший ваш путь не очень хорошим образом. Поэтому надо стараться избегать делать какие-то безрассудные вещи, если вдруг вам такие подвижники где-то встретятся. Надо быть очень... Саду, вот это очень непростая среда. Там все очень-очень непредсказуемо, кто вам там встретится. Вы можете встретить человека, думая, что он вообще какой-то, бомж, там, нищеброд и так далее. А выяснится, что там вообще, может быть, это какой-то аватар Шивы, который вот прикидывается дурачком и простым человеком. То есть должна быть определенная готовность. Поэтому, в принципе, вот даже поиск учителя – это работа со своими мотивациями. Вы можете просто свои мотивации взять за свою практику. Вот если у вас нет пока такого учителя, просто понаблюдайте за собой. Вот чего вы хотите, вот какие ваши приоритеты в вашей жизни. Если вы погрязли в бытовухе, в каком-то хламе, да, там, мирском, то отдавайте себе в этом отчет, пожалуйста, не обманывайте себя, но как только вы отдаете себе в этом отчет, вы можете себе отдавать отчет только тогда, когда вы видите через что-то еще, понимаете? То есть, если вы понимаете, что вы грешник, что вы грязны в своих желаниях, в своих интересах, то что-то же это оценивает, правильно? Значит, что-то у вас есть чистое. Хуже, когда человек думает, что он чист, что он прав, что вот он знает наверняка, и вообще кто ты такой, чтобы меня там как-то оценивать там и так далее, и так далее. Начинается вот это, да я там сам это самое, с усами, я там столько видел в жизни, столько знаю, у меня был такой-то, такой-то опыт. И вот это сползание, это человек, он на себе ставит крест фактически. То есть можно хоронить. Вот, и духовно. Это не смерть такая эго, а это смерть духовности в человеке. Это его спячка. Вот. И он опять будет дальше бултыхаться там, его будет носить туда-сюда. Понимаете, ждать вас никто не будет. Каждая секунда, вот куда это важно, куда вы инвестируете. Надо инвестировать свои силы, свое внимание только в самое высокое, самое глубокое, самое актуальное для вас. Опять же, по той причине, что вы не знаете, что это такое, и это как минимум может для вас послужить, хотя бы вот когда вы карабкаетесь в гору, вы берете там такие специальные, вы не видите, может там туман наверху, как там, что там еще, но вы вот используете это, подтянулись, и вы увидели там, что еще есть другое. Вы подтянулись, и вы вот так вот двигаетесь.
Если вы думаете, что там все, на этом все закончится, можно расслабиться, вот, то, конечно, пробуждения не будет, будет обычный тамос, да, и человек впадет в какие-то глубокие омрачения. Вот, поэтому я не хочу говорить о каких-то возвышенных учителях, вот там по именам, по каким-то, потому что это тоже для меня может быть формой какой-то, знаете, вот я не хочу впадать в какую-то пафосность, что я вот причастен к какому-то великому гуру. Да, я имею преданность к своему гуру, но тут как бы какие-то излишние вот дифирамбы, они абсолютно ни к чему. Вот. Здесь важно правильно, трезво, спокойно, безмолвно и с полной готовностью идти по пути. Вот так нужно к этому относиться. Это не какие-то там муси-пуси, охи-вздохи при луне и там какие-то алые паруса, розовые сопельки, какие-то сентименты. Нет, это вообще, гуру, он не создает такое в своих учениках. Жизнь, она тяжела, и самсара, она болезненная. Поэтому об этом надо всегда помнить. Некоторые вот там, я знаю, в России, особенно тех, кто ненавидит там кришнаитов, они говорят, вот там Прабхупада говорил. Я вообще-то не поклонник данного течения. Я достаточно рано стал понимать, что там огромное количество проблем, но я не хочу сейчас их касаться. И так там много об этом говорят, но вот когда вот он говорил, что вот люди являются там ослами, баранами, тупыми, и там кто-то из других конфессий этим очень недоволен, это оскорбление людей там и так далее. Я так не вижу. Я так не вижу. В принципе, я не считаю, что что-то страшное, что он так вот озвучил, что мир именно такой. Да, что здесь не будет преувеличения сказать, что люди, они массово находятся в состоянии духовной спячки, отупения. И, в принципе, да, это такие же качества, которые вот можете встретить у баранов, у ослов. Только чаще еще и очень извращенное состояние ума у людей бывает, вот, по сравнению с животными, к примеру. Вот. Поэтому тут вопрос еще, что там лучше, что там хуже. И тут не было никаких преувеличений. Действительно, мы это видим вот и сейчас, потому что творится кругом, когда совершенно мы видим очевидные вещи и не хотим их признавать, и продолжаем себя успокаивать, верить, что власти нас любят, что будет все замечательно и так далее, и так далее. Ничего не будет. Это крайне примитивный вид мировосприятия, вообще восприятия ситуации данной. Вот, поэтому гуру, он не собирается создавать вот такие вот иллюзии в людях. Он их разрушает и, как правило, конечно же, задает правильные ориентиры. Но работать над собой человек должен сам. Еще, вы знаете, что я вам хочу сказать, что я когда вот встретил своего учителя, я понял, что на самом деле он это не просто какой-то пространственно-временной объект, это параматма. То есть это сфера душа, которая вездесуща. Если вы посмотрите там одну из дьян, вот из
гуру Гиты, например, да, там, Вишводкир нам там Сарвадыхани Лая их там говорится вот так, да. То есть он присутствует во всех частях Вселенной и во всех телах живых, ну, имеется в виду люди, ну, это сверхдуша параматма, да, которая пронизывает собой все. Вот, и поэтому даже если формально у вас сейчас нет учителя, вы должны понять, что это вообще не вопрос каких-то формальностей. Вы встречаетесь с учителем не для формальностей. В вашей жизни и так их полно. Вы как раз приходите для того, чтобы их оставить вот на данный момент. Но многие приходят за формальностями. Конечно, понятно, что люди там не знают какого-то этикета. Этикет тоже важен. Когда люди находятся в тамасе, им не помешает дисциплина для того, чтобы чуть-чуть себя подчистить и дальше уже более искренне, ну, вы можете себе позволить такие отклонения от правил. Но опять же, осознанные люди, они если отклоняются, то они все равно возвращаются к сущностной чистоте. Поэтому, когда там говорят, что какие-то вот юрозивые есть духовные, есть какие-то безумные там баба, какие-то агори и так далее, что у них такая форма бхакти, там, не надо думать, что это какие-то дураки, безумцы, вот, сравнивая их с тем, что вы можете видеть повсеместно. Это не так абсолютно. Это люди с абсолютно трезвым видением. Более чем. И что это вы можете там через такой вид пути просто оторваться и там оттянуться, как вот некоторые думают, да, там курнуть какой-нибудь хорошей наркоты и после этого думать, что вы там очень возвышенные духовные личности, и отрешенные, и такие в естестве, в сахаджи пребывают. Нет, это, знаете, я не хочу там никого осуждать, да, но некоторые вот прославляют там Агору, всякую Вамачару и так далее. Рекламируют, особенно это все смешно, это все очень так рекламируется там в России, на Западе. Это специально, чтобы раздраконить и без того больных на голову людей. Да. Вот. Совершенно не понимая, что эти вещи это какая-то глубокая сублимация, которая простому человеку просто не видна. Да. Поэтому даже смысла об этом говорить нету. Когда надхи говорят, что нет, мы не тантра, мы не каулачара, мы не агора, мы не какие-то такие вот трансгрессивные пути, да, по той причине, что о чем об этом вообще говорить. Даже если кто-то и хочет такое там практиковать и внутри традиции, вряд ли вы встретите, кто будет себя так называть. И, ну, в любой традиции, неважно какая. То есть эти практики, их сложно назвать, что они относятся к надхам. Но там нет такого, что вы не можете этого практиковать. Если кто-то понимает, что такие трансгрессивные методы они нужны, да, ну пожалуйста. Если в каком виде тебе это нужно, это тоже еще вопрос. Да? В зависимости от того, что вы хотите сублимировать. Вот. Конечно, эти элементы присутствуют, но это не... Это скорее сущностная категория данного рода практик, а не этот данный путь вот в его развернутом виде. Поэтому некоторые люди, они хотят следовать вот этим на вид гедонистическими путями, да, которые кажутся таковыми. Вот, и они этому исследуют, но хотят присосаться как-то к надхам. Это просто дурь, на мой взгляд, уж и надхи к этому никакого отношения не имеют.
Да вообще и тантра к этому отношения не имеет, несмотря на то, что там в ней больше каких-то элементов. Просто какие-то пуджи, да, там пуранические, там, где используется санскрит, ведийский, где еще более специфический санскрит. Вот. Ну, даже если вы там не называете это санскритом, неважно. Это, тут мы сейчас не будем вдаваться, там, это все спорные эти вещи. Я говорю о том, что я слышал в Индии. В общем, вот. И вы, гуру, он не затягивает людей вот в такого рода искушения, такого рода дебри. Просто спокойно можно об этом говорить, и как и любой путь, как и ведийские мантры, да, ведийские там гимны, яги, так и ведантические практики внутренние, ориентированные на веданта, она очень разная, там и бхакти, и гьяна существует. Тут в зависимости от какая-то сампрадая или какие-то культы бхакти, там средневековые. Все они по-своему ценны, специфичны, или тантризм. Это можем все. У нас в нашей традиции йога, она охватывает собой огромный спектр индийской культуры, индийской духовности. Вот. Но тем не менее мы все равно достаточно независимы. И я изначально следовал йоге, и я и до сих пор следую. Ее никогда не оставлял. Хотя, конечно, на каких-то периодах у меня были разные интересы. Вот. Как, может быть, дополняющие, но не, я не оставлял свой йогический путь. Итак, вот я коснулся данной темы. Вы должны понимать, что через гуру проявляется традиция, проявляется божество. И так как и практика, связанная с этим всем, и так как это неразрывно связано с гуру, поэтому гуру, ну это как вот он делится с наиболее ценным, что в нем есть, частью себя. Это вот, даже если он не называет себя гуру, просто какой-то подвижник, но он просто это через себя проявляет. Он не имеет права это оставлять, это как, ну это и невозможно, потому что это его душа. Ты же не можешь свою душу оставить, только если ты занимаешься обманом своих учеников, да, и учишь просто какой-то белиберде, вместо того, чтобы это было какое-то живое, чистое знание. Тогда можно условно сказать, что ты потерял свою душу, да, она просто уснула, и ты увлекся чем-то не тем. Вот, и там или допустим, магизмом, к примеру, каким-то, или какими-то вамачарскими практиками, или просто какой-то славой, да, через это все. Вот. Это все такие, вот у нас, в принципе, у надхов очень все грамотно поставлено, вот как бы квинтэссенция всей вот этой вамачарщины – это агора. Даже не важно, вот какая у вас там дикша, есть она или нет, главное понять сами ориентиры. Вот есть агора, да, это самая такая радикальная среди вамачарских направлений практика, направления. И есть йога, те, которые больше направляются внутрь себя, на ниврити ориентированы, и приоритеты. Это скорее вот как бы приоритеты человека, приоритеты практика. И поэтому, да, вот выбран такой образ Аугар, да, происходит от Агор, выбран такой образ, собирательный образ, что вот это вот олицетворение всего вот такого самого такого чернушеского, то, что может искусить, в чем человек может застрять. Не часто даже Аугара используется как человек, который в Надха Сампрадае очень условно находится.
Но, тем не менее, тут не вопрос того, какая у вас дикша, там у вас священный шнур или у вас кундалы. А, Потому что, да, можно за это зацепиться и подумать, что если у тебя будут кундалы или священный шнур, и вот если кундалы, то ты вот выше, что ты вот там чего-то достиг. А вот если у тебя нет ни того, ни другого, и ты последователь все равно какого-то гуру, значит ты не достиг ничего. Нет, тут ситуация может вообще, порой бывает так, что оказывается полностью противоположной. А вот у нас там в Тулсипуре Гуруджи Митлешнатха есть там один подвижник, он откуда-то из Калькутты, ну, он последователь Горакшанатха, его даже сами дарши не почитают. Уже старый человек, там ну, очень хороший йогин, очень глубокий, глубокие вещи рассказывает. Вот. Но он живет в своем мире, у него там своя вот такая там комната, где он много лет живет и практикует, и его почитают даже сами даршини. Бывают даршини, которые вообще никакие. Сейчас это стало модно, там ездить в Индию, даже вот с Запада получать это все. Вот. Раньше как-то, ну, когда я приехал, я видел надхов, там просто еще и надхи не, было вообще непонятно, что это такое, да, и э, все тонкости, я таким был как бы первопроходцем, можно сказать, и не было среди русскоязычных людей, которые мне бы могли бы что-то объяснить. Это не значит, что там не было посвященных людей уже ну, из наших стран, ну, из европейских, но как бы я не общался. Я не общался, и поэтому, конечно, были много вопросов, что это такое. И я надхов видел уже в свою самую первую поездку. Мне встречались, но это всегда были какие-то фрагментарные. Я долго думал вообще, как, почему там кто-то курит, кто-то там вообще ничего не делает. И вот я думал, прям, брать ли это вот за основу там своего пути. Я-то начинал с йоги, да, но это йогическая традиция. Вот. Пока я не стал глубже это все копать и понимать, что не нужно смотреть через призму того, что я видел ранее. Вот. И вот когда я стал так думать, тогда мне больше начало что-то открываться. Вот, я стал понимать, что ну да, вот там Даршини, Угары есть два таких основных, ну где там и разные есть посвящения самскары, есть просто, которые просто мантру получают и все. Но я вам действительно хочу сказать, что тут не стоит устраивать такую гонку за вот этими всей этой атрибутикой. Намного лучше просто понять ее внутренний смысл и придерживаться вот этих сутей, да. Потому что очень много появляется сейчас жуликов, которые просто там это все получают, и потом они к нам приходят и говорят, что здрасте, вот он я, или вот она, пришли, прошу любить и жаловать. А смотришь там, ну я не хочу рассказывать про истории какие-то, да, которые выглядят крайне неадекватно, люди просто думают, что такими хитрыми путями они завоюют какой-то высокий респект. Нет, нужно все-таки большая внутренняя работа над собой. Я еще запишу видео, надеюсь, это вам даст какие-то представления правильные, и мы продолжим наше общение, конечно же. Я давно не снимал никаких видео. Мы продолжим на разные темы. Ну, я стараюсь, конечно же, касаться такие наиболее актуальные, какие-то наболевшие. Вы сами все прекрасно видите, понимаете. На этом все. Благословения всем вам, всех вам благ и до следующей встречи.